Если я скажу тебе, что мне дали достаточный бюджет для моего назначения, возможно, тебя заинтересует это, чтобы мне помочь? Да, я слушаю. Я объясню, но не здесь. На чердаке есть хранилище. Следуй за мной. Интересно. Друзья, приветствую всех, с вами Сэр Холмс, продолжаю Morrowind Tomb Raider Rebuild, нахожусь в храме Сайлена, и тут, возможно, я раньше это видел, но этот щит, по-моему, прекрасен. Вот, будь я на уровне 25 помоложе, или на 30 даже, я бы наверняка его своровал, еще не состояв в храме к тому же в то время. Вот, ну, в принципе, и мой неплох. С постоянным эффектом, в отличие от этого, хотя этот намного дороже, но и бонусы приятные у него. Знаете, как раз перед боем такой баф на себя накладывать и вперед. Ладно, возвращаясь к более мирским делам. Я в Сейлене, и я хотел взяться за парочку местных квестов. Во-первых, один, который уже есть на поиск. И выяснение, что там происходит с этим старым безумцем, бывшим целителем. И я тут за кадром еще наткнулся на одного Данмера интересного. Давайте сходим к нему, посмотрим, что он предложит. У меня такое ощущение, что я стал медленнее передвигаться. Вот, хостел для пилигримов. А вот, собственно, он. Гирину. Как читать твое имя, товарищ? Гири, ну пусть будет Гирину Ретрион. Будь ты трижды благословлен. Комнаты здесь неприхотливые, но сэр Милар убедил меня остаться в Сейлене. Потому как это идеальное время для медитации и размышлений. Ну или это рефлексия, наверное, даже правильней. Будучи на пути в священные земли. Хорошо. Я полагаю, что я доверяю тебе достаточно, сэра. Давайте предположим, что я здесь в особой комиссии из Альмалексии. К сожалению, я наткнулся на кое-какое препятствие, и мне нужен кто-то вроде тебя. Кто-то не местный, чтобы порасспрашивать кое о чем. Если я скажу тебе, что мне дали достаточный бюджет для моего назначения, возможно, тебя заинтересует это, чтобы мне помочь? Да, я слушаю. Я объясню, но не здесь. На чердаке есть хранилище. Следуй за мной. Интересно. Выглядит, кстати, внушительно этот Данмер. Возможно, он даже из ординаторов, судя по его снаряжению. Вот ты где. Рад, что ты решил помочь мне. Вот в чем дело. Я здесь по специальному поручению от Ордена Войны. Ты еще и боевой ординатор. Похоже. Мы недавно наткнулись на убежище почитателей Даэдра в Малагриде. И у нас есть основания полагать, что один из их агентов все еще прячется здесь, в Сейлене. Как ты понимаешь, я бы хотел разобраться с этим настолько прямо, насколько возможно, или подойти к этому.
я не могу в открытую начать расследование, так как я не хочу сеять панику среди городских. Ну и давать еретику шанс сбежать тоже не хочу. Поэтому мне нужен кто-то, кто мог бы собрать информацию, не привлекая внимания. А ты здесь новое лицо. Преподнеси себя как путешественника или пилигрима. Ну, в принципе, я и то, и другое. И никто ни о чем не будет подозревать. Найди мне что-то, что я мог бы использовать. Возьми эти заметки. Я пытался сократить как можно сильнее наш лист подозреваемых. И сейчас у меня всего 3 таковых. Поговори с ними. Посмотри в их домах, если у тебя будет шанс. Как только у тебя будет хотя бы малейшее подозрение, что ты нашел человека, которого я ищу, я хотел бы, чтобы ты доложил об этом мне. Что бы ты ни делал, не предпринимай действий сам. Мы не знаем, на что способен этот почитатель Даэдра. Проинформируй меня, и я решу, что делать с этого момента. Куратор храма трибунала. Спасибо. Ладно, похоже. Поиски отшельника немного откладываются. Я не обязательно все в ближайшее время проведу в Сейлине с этим расследованием. Сейчас я это рассматриваю как повод не выдвигаться в путь на ночь глядя, а вечер как раз провести можно за расспросами. Вот. Может быть, к утру что-то как раз прояснится, и можно будет отправиться в путь. Ну, посмотрим. Охотник на ведьм храмовый. Вич-хантер. Выследил. Вот это мне нравится. Трафикер. Даэдра трафикер. Это, наверное, связной, что-то в этом роде. Поискать прямые доказательства почитания Даэдра. Далее список, в котором 3 возможных подозреваемых, с которыми нужно поговорить. Ну и если будет шанс, посмотреть в их домах. Вы знаете, я бы вспомнил молодость сейчас, так сказать. А точнее, былые времена просто. Как раз таки 15-20 уровней, и я сперва, возможно, проник к ним в дома. Требуют дальнейшего расследования. Галвеса Дарис. Ростовщик. Магазинчик на восточном краю города. Широкий ассортимент товаров. Некоторые ценные. Ничего не выдает даэдрического влияния, но может прятать подозрительные предметы. Угу. Кстати, ростовщика я не видел на востоке, да? Я бы этому ростовщику и продал что-нибудь. Кстати, прекрасный повод пообщаться. Далам Марис. Присяжный целитель неизвестной школы. Исчезал на несколько лет. Возможно, он
Просто втерся в доверие к местным. То есть внедрился в этот город. Необходимо проверить его прошлое. Идроса Менас унаследовала свой дом около 3 лет назад от родственника. Реклюзив. Что значит реклюзив? Сейчас затрудняюсь сказать. Так, подожди, а где живут второй и третий? Не указано, да? Далам Марис, Идроса Менас. Ну, я думаю, начать с ростовщика. Ты так и будешь теперь на чердаке, да, тусить? Книги, кстати. Возможно, что-нибудь из этого я зачитаю на этот раз. Но пока не буду торопиться. Так, сначала на восток. Ростовщика, кстати, тут не припомню. А, вот. Я-то удивился, что обычно ростовщики в каждом поселении таком более-менее крупном представлены, здесь как будто бы и не было. Ну или, по крайней мере, торговцы, которые могут продать все что угодно и купить, соответственно. Это, видимо, все его хозяйство, да? У него там и гамак сразу. Добрый день, сэр. Взгляни вокруг. Надеюсь, что ты сможешь найти то, что ищешь. У меня также есть несколько особых предметов, если тебя они интересуют. Ну-ка, конечно, интересно. Да, любознательный посетитель, вижу. У меня действительно есть кое-что, что может тебя заинтересовать. Прекрасный образчик брони. Эта кираса принадлежала члену... второго подразделения Индарил в Альмалексии, сэра. Нам обычно запрещают продавать такие вещи, но, знаешь, эмблема была стерта. Но просто не рассказывай об этом там и сям, никто не будет задавать вопросов. Заинтересовал? Это все, что у тебя есть? Прошу прощения, сэр. Это все, что у меня есть на данный момент. Если ты ищешь чего-то большего или более какие-то еще более вызывающие вопросы и вещи, я боюсь, что я не могу тебе помочь. Такими вещами я не торгую. Понятно. Но пока что подозрений он у меня не вызывает. Кстати, про Нелина Фатиса что скажешь? Это не мой, который живет в Южных холмах. Говорят, что старик искусный целитель. Он стал агрессивным в последнее время. В принципе, это все я уже слышал. Больше я тем ничем помочь не могу, говорит. Ладно, я бы просто с тобой не прочь поторговать. А что, кстати, броня это тут представлена у тебя? Действительно, кираса Индарил. Вообще такие вещи надевать опасно, потому что могут придраться действительно, особенно всякие ординаторы. Да, у него тоже неплохо все по деньгам. Что ж. Так, ну у меня есть варианты. Можно, в принципе, даже продать вот эту перчатку. 2500, да, она стоит? Что мне еще ценного? Вес 3, перчатки вес 3. Может быть, ступку пестик продать лучше. Если он купит, конечно. О, смотри, берет.
Так, и... Ну, это бы я хотел сохранить для коллекции тут вещи некоторые. Или подожди, может избавиться от этого тяжелого нечто. И скажем, от шлема. Да, вы знаете, наверное, лучше так даже сделать, целесообразней. Ну, еще вдогонку можно... Вот аквамарин тебе еще. Но у него больше ничего такого особо интересного я не вижу. Вмешательство Алимсивия. Успокоить существо. Есть ли смысл мне успокаивать существа? Наверное, нет. Мне проще их убивать. Кстати, что значит френзи? Знает кто-то? Был бы благодарен, если подскажете, а то мне несподручно это все гуглить. Может, это разозлить? Спровоцировать? Ладно. Спасибо. Кираса Индрил, конечно, интересно, но в среднюю броню полностью облачаться мне еще рано, я считаю. Да, конечно, с травой тут тоже все пространство преобразилось значительно. Так, что я там в журнал записал? Поговорил. Если он и замешан как-то в таилические культы, никаких доказательств я не смог найти в его магазине. Так, давайте посмотрим по поводу Дроса Менас. Вот она унаследовала дом. Так, я, конечно же, уже забыл их имена. Да, Дроса Менас, Далам Марис. Вот. Пока что у меня больше подозрений именно он вызывает. Раз не заперто, то, я полагаю, войти можно. Не крадучись. Greetings, Outlander. I think I've heard of you before. Он меня слышал, смотрите. Но я вижу, что вы в хорошем состоянии, сэр. Могу ли я помочь вам? Или вы здесь не по медицинским вопросам? Меня зовут Далам Марис, я целитель, сэра. Храм порой используется моими услугами там и сям. А большинство времени я провожу в полях, скажем так. Всегда найдется какой-нибудь фермер с жалобами на поврежденное запястье или коленку. Такой присяжный целитель, значит? Да. Полностью самоучка, с гордостью скажу. Некоторые настороженно относятся к целителям без сертификации, скажем так, храма.
Это какие-то мнения на имперский манер у них, в общем. Но обычно они сразу же меняют свое мнение, как только им помогаю. А вы не думали присоединиться к храму? Думал вообще-то, я думаю, но это не кажется мне мудрой идеей. Если не вдаваться в подробности, я много путешествовал, будучи моложе. Встречал множество людей и делал множество вещей, которые, в общем-то, считаются нелегальными. Это была другая жизнь, как бы то ни было. Но я это все оставил позади. Но присоединение к храму может поднять кверху некоторые старые болезненные истории. К текущему моменту я удовлетворен ходом вещей. Ну, с одной стороны, он открыто говорит, что молодость его была не идеальной в плане законности, но, может быть, это для отвода глаз. Посмотрим. Что вообще слышно? Вот тут советуют изучать магию восстановления, чтобы не бегать за зельями лечения каждый раз в город. Зная, что у тебя есть способность вылечить любого, кто чем-то там заразился или поранен, приносит такое закономерное чувство собственной гордости. Но знай также, если у тебя есть способность лечить, приходит также и ответственность, что тебе нужно этим заниматься. Независимо от каких-то недостатков или плохих деяний тех, кого ты лечишь. Окей. А чему ты обучаешь? О, слушай, это идеально. Как раз учит восстановлению. Ты знаешь, дружище? Я, наверное, остаток вечера проведу у тебя. Я с тобой согласен, что школа восстановления очень полезна. Так, час ночи. Пожалуй, хватит. Очередной пострадавший от нашествия гуаров. Ну, я тут не вижу у него ничего подозрительного. Да и было бы, наверное, слишком просто, если бы действительно Дейдер-поклонником был он. Он признал, что он совершал неоднозначные вещи в его молодости, но убедил меня, что давно с этим покончил. Кстати, если он говорит про молодость... О, мне, наверное, же можно в храме переночевать прямо. Вот, ну, я еще должен упомянуть, наверное, что я за кадром еще в прошлом эпизоде продал некоторые. Понятно. Мне все еще нельзя спать в кроватях храма. Ну, это тупо, я считаю, поэтому гружусь. Я, конечно, мог бы додуматься, что я еще не посвящен в такие храмовые вещи вроде сна на храмовых кроватях, потому как не совершил паломничество, но с другой стороны, это разве здоровая штука, что они сразу
На тебя докладывают, и что-то там чуть ли не бегут тебе морду бить. Ну, какое сборище данмеров, смотрите. Тут все в порядке у вас? Our doors are always open. Я уже сегодня ужинал за кадром, так что... Вот как вы видите. Так что? Я хотел про кровати спросить, и все ли тут в порядке еще. Вроде все в порядке. Так, давай кровать. 10 золота. Кровать твоя. В конце этой барной стойки, рядом с лестницей. Вижу. Давай 6 часов сна, нормально. You see? И последняя подозреваемая. May I help you? По-моему, у нее есть вход где-то тут еще. Где-то, может быть, выход на крышу. О! Замок 80 уровня. Окей, будем иметь в виду. Speak, traveler. Мономиф. Да. Расскажи о себе. О себе? Я родилась на севере, теперь я живу здесь. Конец. Здорово. Занимаюсь немного тем, немного другим. Слухи. Что слышно? О, я слышала кое-что о человеке, кое-где, который что-то сделал. Действительно, я занята слишком для вещей вроде этого. Совет? Расспрашивать слишком часто и слишком много, это действует мне на нервы. Вот мой совет. Секрет. Я свои секреты знаю, но я в замешательстве. Стоит ли мне делиться с ними с тобой? Вот ты, например, делишься секретами с каждым чужестранцем, которого встречаешь на своем пути? Ну ладно, говорить она явно не хочет. Уклоняется от большинства. Реклюзив это, возможно, закрытая такая. Нужно найти доказательства более веские. Я такой нырнул в кустики незаметно. И сейчас буду это все вскрывать. Без проблем. Тут еще и с ловушкой дверь. Хаям первый. Это еще что? Прекрасно. Какие интересные свитки.
этот возьму. Много тут красть я бы не стал, чтобы не вызвать подозрений. Ну, странно, что мой дневник до сих пор не обновился при этом. Ух ты, у него целая коллекция ядовитой песни. Слушайте, надо запомнить это. Можно сразу все прочесть. Твой посох. Куча драгоценностей. Так, вы знаете? Или это Хаям Ай? Видимо, мне только остается, что с ним побеседовать. Ты не в содружестве с ведьмой? Подойди ближе, мне если тебя предложение. Ну, я слушаю. Можешь называть меня Хаям Первый. Само мое имя содрогает легионы в Хладной Гавани. И я отвечаю напрямую перед королем-недругом. Ужасным Молокбалом. Эта ведьма Минас временно призвала меня в твой мир. И ее чарами я привязан к этому месту, чтобы отвечать на ее вопросы. Причем правдиво. Но она жадная и ни капли не мудра. Она расспрашивала меня далеко за правилами, в общем, какого-то приличия. И поэтому из меня достали секреты, такие, каких подобные ей недостойны. Поэтому ведьма должна быть наказана, но, к сожалению, я не могу действовать против нее, пока нахожусь здесь. Мой запрос очень прост, смертный. Убери все свечи, которые привязывают меня к ее воле. И позволь мне быстренько ей отомстить. И я верну награду за твою помощь. А каковы будут гарантии? Как я могу тебе доверять? Принципы, которые позволяют мне находиться в твоем мире, требуют от меня подобных вопросов. Если я даю свое слово, ты можешь быть уверен, что я буду держать его до конца контракта. Я тебя награжу, и вреда тебе никакого причинено не будет. По рукам. Мудрое решение. Убери эти свечи, которые меня тут заключили. И давай побыстрей. Ну, насчет побыстрей ты давай не это. Так, тут у нас закрыто. Опа. Журнал обновлен. А куда? А я же одну всего убрал. Дверь открыта.
Ну, это моя награда. Ну, вот тут свиток, который как бы отплачивает его долг. Можно призвать его снова на 60 секунд. Но я не думаю, что будет призван именно он. Странно, что этот свиток взялся даже. Ну, и вы знаете, пользуясь случаем, можно обнести тут все. Так, она призвала Деэдра. Вероятно, это она та самая. Так. Поговорил с существом, предложил мне награду. Если я освободил, он сразу же исчез. А также я не смог найти ни следа Эдроса Менас. Подозреваю, что он взял ее с собой. Нужно доложиться о том, что произошло. Да, надо камней душ пополнить запас. Она тут довольно дорого-богато действительно жила. Похоже, действительно промышляла какими-то делами, связанными с Деэдр-поклонничеством. Выгодными. Спасибо. Воды Обливиона. Ладно, пусть стоит тут. Ого. Неплохо, неплохо. Корень хамума сюда сразу. А вы знаете, я забыл позавтракать, поэтому... Яйцо орнады, пожалуйста, сюда. Соленый рис. Крепить здоровье. Странно, конечно, что хватило всего одной свечи. Возможно, баг. Но с другой стороны, возможно, силы этого Деэдра хватило, чтобы две оставшиеся преодолеть самостоятельно. Все, мыло сладов сюда, пожалуйста. Воск треугов. Сколько мыла сладов тут. Давай еще рисом закусим. И буханочкой дешанского. Малая вера. Я бы еще каких-нибудь на повышение интеллекта собрал. Кальцинатор мастера. Ну, пусть тут остается. Соли пустоты сюда. Это все сюда. Давай, отлично. Так, все, меня здесь не было. You seek information, Argo. Walk with virtue. Ну, сейчас будет интересный разговор, я думаю. I could kill that guar. Those boots are ruined. Здравствуй. Итак, наш человек это Эдроса Менас. Но она, похоже, исчезла. Что случилось? Ну,
Ну, тут целесообразнее соврать, конечно, поэтому. Я не уверен, но похоже, одно из ее призывов просто провалилось. Да, похоже на то. Она была в бегах, и поэтому... Она была в бегах, и она не думала, что за ней могут следить. Я полагаю, она стала слишком жадной. Но лорды Обливиона этого не оценили. И если она призвала кого-то из знати Даэдра на такой долгий срок, если верить твоим словам, я сомневаюсь, что они ее освободят в скором времени. Ну что ж. Все прошло не так, как я планировал, но... технически проблему это решает. Благодарю за сотрудничество. Я надеюсь, что это достойная награда. 300 золотых, какой-то амулет еще. Ничего себе. Неплохо, спасибо. Ну, ординатору войны, наверное, действительно было бы глупо рассказать правду о том, что произошло. Что там за амулет-то? Можно сразу продавать. Но за золото спасибо, я неплохо обогатился еще и у нее там. Здорово. Мне понравилось. Так. И вы знаете, наверное, все-таки гляну, что там у них на книжных полках. Итак, я решил, какая книга будет следующая. Это «Герой Индарил». Она продолжает рассказ о генерале Трифите. Этот персонаж упоминался в предыдущей книге, которую я переводил и озвучивал, а некролог к героям войны Первого Совета. Вот, но она довольно объемная, как вы видите. Мне потребуется некоторое время, чтобы ее перевести, так что я не гарантирую, что она будет готова к тому моменту, как выйдет этот эпизод, но к следующему уже точно. Вот, либо где-то между ними. Вот. Но если она еще не вышла, то это прекрасная для вас возможность ознакомиться с книжкой про героев войны Первого Совета, если вы еще не сделали этого. Вот. Ну а тем временем давайте закругляться, потому как хронометраж, опять же, и удобный момент, конец расследования. И перед, собственно, началом следующего дела закруглимся на сегодня. Вот, спасибо за ваши просмотры, лайки, подписки и прочее. С вами был Сэр Холмс, Morrowind, Tamriel Rebuild, Сайлен. Пока-пока.